Ребята, привет! Сегодня настоящая, живая задача. Из Оксфорда дан квадрат со стороной единицы. Вписаны два круга. Большой и маленький. Причем, посмотрите, что написано в условии. Отношение площадей этих кругов 1 к 10. Вот S1 относится к S2 как 1 к 10. Так написано, сейчас я покажу. И нужно найти сумму радиусов этих кругов. Ну, Оксфорд, мы решим его за 1,5 минутки, ну, плюс 30 секунд на комментарий. Посмотрите, пожалуйста, вот этот лист с официального сайта Оксфорда. Это в 23 году, потому что Оксфорд редко дает чистую планиметрию. Вот тогда повезло, дал. Его здесь написано, что площадь большого круга в 10 раз больше площади малого. Еще внимание, что написано, что чертеж схематический. Я так иногда делаю, но меня обвиняют в комментариях. Чертеж неправильный. Кто-то из великих математиков сказал, а может, это байка, что геометрия – это искусство правильно решать задачи на неправильных чертежах. Ну, ирония понятна, только если вы учитель, не говорите это ученикам, а мы приступаем к решению. Есть ответы. Вот, и вы можете сделать стоп и попробовать найти решение. А я еще раз скажу, что нужно найти сумму радиусов при условии, что сторона квадратика равна единице. Первый шаг, который я сделаю, я проведу диагональ. Буквы традиционные, тут А, Б, С, Д. А теперь что я сделаю? Ну, а что я сделаю? Что я сделаю? Из центров что-то проведу, правильно? Вот здесь я проведу из центра радиус вот так. Нормально? И дальше за радиус. Вот так, параллельно стороне квадрата. И здесь опущу вот такой перпендикулярчик. Вырежу треугольничек равнобедренный и прямоугольный. Нормально? Нормально. Значит, у него гипотенуза будет равна сумме этих наших радиусов, правильно? Окружности-то касаются. Значит, гипотенуза вся будет r плюс r. Это понятно. О, это будет r плюс r. Ну, а сами катеты можно принять за x и x. Это совсем для всех ребят, которые обладают гуманитарными наклонностями. Ну, теорему Пифагора сделали. Отсюда найдем r плюс r. R плюс r будет равно. Давайте устно. Это будет x корней из 2, так? X корней из 2, а тогда сам x будет равен r плюс r делить на корень из 2. Ну, все. Вот я могу x1 вот это стереть и вместо него написать r плюс r делить на корень из 2. Пойдет r плюс r делить на корень из 2. Все нормально? Нормально. А дальше что? Дальше можно все спроецировать вниз, на нижнюю сторону. Я даже этого не буду делать. Посмотрите, что сделаю. Вот тут продолжу. Вот так. Это будет равно радиусу. Радиус, проведенный в точке касания, равен перпендикулярен касательно. И все тут будет параллельно и очень красиво. Ну, пойдет так. Нормально, да? Нормально. Вот это будет у нас R, давайте на синий перейду. Вот это будет R отрезочек, вот этот между этими точками R. Это мы нашли. А здесь будет R малое, значит, здесь тоже будет R малое. Все. Что получилось? Что сумма этих вот трех отрезков равна стороне. Квадрат равна единице у нас уравнение. Итак, R плюс, напишу последний этот маленький хвостик, R плюс r делить на корень из 2 равно единице уравнения относительно r плюс r. Надо выразить это просто r плюс r. Ну что получится? Если я вынесу r плюс r, да, за скобки, а от этого останется единичка, а тут останется единица на корень из 2 равно единице. Ну все, r плюс r. R плюс R. А давайте устно. А? В знаменателе корень из 2, вот там пойдет числитель, да? А тут будет корень из 2 плюс 1. Корень из 2 плюс 1. Избавление. Наши ребята очень любят избавляться от всего. -1 домножаем, а снизу получается разность квадратов, правильно? Вот так небрежно домножим все. Что сверху получается? Сверху, а? Давайте сюда перенесут, субтитры не попадут. Получается 2 минус корень из 2, а снизу что? Корень из 2 в квадрате минус 1 в квадрате. Снизу единица. Так ничего больше писать не надо. Все. Итак, мы получили окончательный ответ. Если такой у нас, вот он, Б. Ответ Б. Собирайте чемоданы. Едем в Оксфорд, ребята. Вот жизнь начнется. Все, пока, до новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Однако подумайте, куда телеплощадь? Для чего Оксфорд дал все-таки площади? Напишите, что вы думаете на эту тему, ведь мы их не использовали. Ну, а теперь точно пока. До завтра.
С вами был снова Валерий Казаков.